мальчик-псих радуется тому, что ему не дают 100 рублей. Салам, бродяги, с вами Джизус, Экей Молодой Есенин, Экей Никитос. И это видео про то, как меня заскамили на 5000 рублей. Прямо сейчас, прямо здесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Я такой счастливый, потому что это был истерический смех, так что немного гэгов, немного пупов, все как вы любите. Погнали. Рассказываю. Это челлендж, я такой, надо с кем-то говорить, помнишь, я пошел за Мишей, взял Мишу, все, прекрасно. Я добавляю этого чела в конфу, он не берет. Я такой, балдеж. Что происходит дальше? Он перезванивает, такой, алло, здорово. Мы начинаем говорить, он такой, слушай, чел, у меня к тебе есть просьба, чтобы я удостоверился в том, что ты не кинешь. Можешь, назвать одного из своих друзей, с которыми ты в жизни общаешься, типа шаришь, чтобы, если что, я с ними связался, Я такой, да без бэча. Вот Захарчик, вот Михаил Пузо. Я там что-то начал рассказывать, вот я могу профануть как угодно, потому что, прикинь, 7 косарей наварить с 5. Я такой, вот, рассказываю, И тут начинаешь спамить мне ты, Захарчик. Я такой, как неудобно, Олег мне спамит. Ну ладно, я забил. Он такой, слушай, а можешь, Захарчику, своему другу, скинуть, скинуть нож, он отменит трейд, так, чтобы я удостоверился. Я хотел, я тогда в друзьях был, я хотел через друзей к тебе зайти, шаришь, и скинуть тебе. Он такой, не, вон там справа, вот, он как раз тебе пишет. Я такой, вот это совпадение, Но я пишу, он отвечает в точь-точь так же, как ты, чел. В точь-точь, как ты прям. Я такой пытаюсь отправить. Я пытаюсь отправить, я пытаюсь отправить, он меня кидает в браузер. Я такой, я не хочу через браузер, сейчас этот чел у меня заскамит, и чувак. Вот, я такой, а как можно через Steam? Он объясняет, он прям рассказывает детально. Я такой, хорошо, зашел. Чел, 2-й уровень, это был как твой профиль. Это клон твоего профиля прям. Я не знаю, как, у него вообще 40-й уровень, можешь посмотреть, он у меня в друзьях Дарья, как-то так. Вот. В чем суть? Я отправляю нож, и он такой, я только подтверждаю, и он такой, чел, сразу говорю, этот нож я тебе верну 11 числа. Я такой, чё? Я, не понимаю, что происходит. Такой, йоу, здравствуйте, отдайте нож. В итоге, как оказалось, Миша сказал, что это с камеры. Мне смешно, весело, я верю в то, что это какой-то блогер. Мне плевать, я начал с ним говорить, потому что, ты прикинь, я на очко-то подсел, у меня заскамили нож за 7К. Я подсел на очко, я начал, с ним говорить за жизнь. Начал выводить на диалог. В итоге мы, кстати, 15 минут говорили. Вот, начал выводить на диалог. Я такой, вот, слушай, чел. А он сливался, я такой, слушай, а вообще возможно будет как-то пообщаться? Просто так, мне просто интересно, там, за жизнь поговорить с людьми. Спросил, сколько ему, он сказал, ему 20, 15 мая, все дела. Я такой, вообще за жизнь, там, что-то все дела. Он такой, вообще, я говорю, вообще я тут, кстати, тоже, да, блогер. Вот, такой смешной контент чисто. Он такой, а что за контент? Я ему, кидаю ссылку, показываю канал демкой, кидаю ссылку, вот. А я попросил его ВК свой дать. Я ему такой, а как, если что, с тобой можно связаться? Он сказал, ДС не его. Вот, и знаешь, он дал мне свой ВК. Рофл заключается в том, что я потом уже с Мишей сижу, решил проверить его ВК, у него 2 друга, кроме меня, и оба эти друга заходили 1 мая. Шаришь, да? В один день. И все, и у него профиль, с 30 апреля только живой. Я такой, это фейк, это очевидно фейк. Там еще и день рождения сегодняшним числом стоит, блядь. Нет, он сказал, у него 15-го. В чем рофл? Я ему написал, приветики, чё, как жизнь?
Проходит 20 минут, он ничего не отвечает, мы с Мишей сидели. Я захожу, вижу, там у него история, оказывается, это просто типа с дня рождения, шаришь, вот эта тема. Я, короче, случайно ему набираю. В ту же минуту он отвечает мне «Ау». Я такой, чё ау-то? Я пишу «Кукусики, чё делаешь?» Он пишет «Короче, я тебя пропиарю». И вот знаешь, типа, это такая двоякая ситуация. Я сейчас, кстати, это все записываю на телефон, типа, знаешь, хронология событий. Если что, видос поэтому сделаю, как меня заскамили. Вот. Я к тому, что вот прикинь, если это реально блогер. И он написал, что он меня пропиарит. Типа, я Мише сказал, я когда покупал этот торт, после того, как я купил, я осознал, сколько денег я на это потратил, шаришь. Я уже тогда такой, господи, какой ты даун, чел, лучше бы ты не рождался. Вот. Я это к тому, что типа я не почувствовал потери какой-то, когда у меня его заскамили. Вот. Но опять же, понимаешь, я наивный дурак по жизни, я не верю в скамеров, я верю в чудеса, я не верю в себе сам, я не верю в чудеса. Ну, короче, поэтому, нет, вот ты как Миша, вы все так категорично говорите, ты знаешь, как мы мило поговорили, знаешь, вот, знаешь, вот реально, такой приятный человек, такой хороший. Да не, на самом деле, чел, ну если сейчас без рофла говорить, этот нож для меня был просто пикселями, не на 5К, но пикселями, типа, ну без рофлов. Я говорю, мне было неприятно в тот момент, когда я его купил. Я сидел 4 часа. Нет, знаешь, в какой момент? На второй час, вот когда я докидывал уже деньги, чтобы хотя бы какой-то купить. Вот. Вот в тот момент я такой, черт, а я же не выведу, ну я их выведу, но с комиссией, так что нет. Раз я начал, надо закончить, типа, шаришь? И я уже тогда, типа, почувствовал, что, чел, ты зря это сделал. И, ну, Миша, конечно, правильно сказал, да, лучше с комиссии вывести себе деньги на счет, чем отдать с камеру, но при этом, я, как Миша сказал, прикинь, вот если это реально блогер, в каком профите я буду? У меня будет нож, и у меня будет халявная реклама. А если у этого человека есть аудитория, тогда и ко мне прибежит кто-то. Бат, но, короче, шаришь, мне в Бравл Старсе настолько часто выпадают персы, что я начал верить в свою удачу. Нет, чел, ну, если серьезно, то Миша правильно сказал, ждем 11 числа. Нет, стой, у меня вопрос, я так и не нашел ответ просто. Ты же сколько проходит бан, типа вот, когда передали предмет? 2 недели? Ну, короче, ждем 11 числа, да, как бы. Хотя, он сказал, типа, 11 числа он скинет ссылку. Неделю? Тогда все правильно. Он не обманул. В этом плане. Да, и он сказал то, что, типа, 11 числа он кинет ссылку на канал, вернет нож. Я так понимаю, что, типа... Нет, я так понимаю, что если это реально блогер, тогда 11 числа у него на канале выходит ролик с пиаром моего канала. А теперь прикинь, насколько я буду над вами стебаться, когда окажется, что это какой-нибудь Донбасс вообще, у которого ляма аудитория. Да, как бы... Нет, я сейчас на видео это все говорю, я потом это все смонтирую. Знаешь, вот если 11 числа мне не вернут нож, это будет самый печальный ролик на моем канале. Вот знаешь, все смешно, а здесь мальчик-псих радуется тому, что его наебали на 5 рублей. Короче, просто понимаешь, в чем суть? Если это блогер с огромной аудиторией, ты прикинь, да, 2%, что это блогер. Ок. Подожди, 2%, что это блогер. Подожди, 2%, например. И вот прикинь, и 0,01%, что это очень известный блогер, шаришь, типа, у которого большая аудитория. И если ты прикинь,
Это блогер, у которого огромная аудитория. И он такой, я тебя пропиарю. Он мне еще сказал, что накинет идеи для роликов. Нет, если честно, я наивный дурак. Я ему верю. Я ему реально верю, чел. Блять, я вот сидел. Ой, она затекла. Почему слишком наивный? Я не понимаю. Да почему вы всем верите ему? У него ник в Дискорде Charge. Стоп, а он подписался? Нет, он не подписался. Нет, кстати. Ты прикинь, он в Стиме меня из друзей не удалил даже. Нет, но если серьезно, то с камеры так не поступают. Они же сразу в ЧС кидают. Всем привет, я Никита, мне 15 лет, и я дружу со скамером. Я не вор, не воровка, не шалава. Короче, дорогие мои друзья, до следующего включения 11 числа.